Мультивселенных огромное множество, и вариантов, при которых Марк Грейсон стал героем, должно быть много. Ведь так? Нет. Oh, poor Angstrom. You actually thought you could hide from me? My God. Look at you. Pathetic. You're making me feel bad, man. Tell you what. I'll kill the boy quickly. Практически в каждой мультивселенной неуязвимый становится злым и безжалостным завоевателем, который при помощи силы устраивает на Земле тотальную диктатуру. Но среди бесчисленного множества злых версий неуязвимого лишь одному Марку Грейсону при стечении невероятно удачных обстоятельств удалось разрушить этот порочный круг. Речь идет о поистине оригинальном неуязвимом. Один из ключевых факторов, определивших судьбу Марка из основной вселенной, это позднее пробуждение способностей. Ведь вилтрумитские способности Марка проявились лишь к 17-летию, что в значительной степени отложило момент откровений со стороны отца. Еще с раннего возраста Марку прививали великое будущее, в котором он станет одним из величайших супергероев Земли, как и его отец, который бескорыстно защищает и спасает людей от угроз. Но в период отсутствия каких-либо сверхспособностей Марк прожил обычную жизнь человека, что во многом и сформировало его характер. Отчего уже будучи со способностями, он периодически ставит себя на место других людей и даже злодеев, пытаясь не просто вникнуть в их проблему, но и представить, а как бы поступил он. Однако в параллельных вселенных все могло развернуться иначе, если бы сила Марка проявилась чуть раньше. В таком случае подход Нолана к воспитанию сына изменился бы кардинально. Вместо всех масок примерного семьянина он начал бы сразу готовить Марка по вилтрумитским стандартам, внушая идеи превосходства и доминации при помощи силы. И в таком случае общее представление о человечестве было бы как к низшим существам, которые не способны достичь и капли их мощи. 400 миллиардов спустили, а у него только нос разбит. Такой Марк, лишенный лет человеческого опыта, не обладал бы моральными ориентирами, воспринимая слова отца за единственную истину. Он вырос бы с убеждением, что покорение — это лучший вариант для Земли, при котором люди будут приносить пользу Великой Империи, и что Земля — это лишь начальная точка в истории Марка. Всего лишь из-за небольшого смещения возраста, в котором проявилась бы сила Марка, могло измениться абсолютно все его поведение, и в таком случае он не воспринимал бы порабощение отца как предательство, а как необходимость. Эти варианты Марка не имели бы сильной привязанности к матери, друзьям или планете, в отличие от основной версии, где человеческие связи были его главной опорой. Воспитываясь как вилтрумит, Марк не видел бы смысла в создании каких-либо отношений с людьми, воспринимая их как пустую трату времени или даже помеху. Нолану не пришлось бы убеждать его в слабости землян. Марк бы и сам наблюдал за ними в процессе взросления, лишь укрепляя свои мысли о слабости людей, которым требуется жесткий контроль. Во многом подобный процесс взросления наблюдался у Оливера, который, становясь с каждым днем лишь сильнее, укреплял свои мысли о беспомощности и бесполезности большинства людей. И хоть на этапе взросления Оливера Нолан и отсутствовал, но даже сама мысль о доминации лежит глубоко в его подсознании. Жизнь — великий дар. Ее нельзя вот так отнимать. Никакой она не дар. Люди постоянно друг друга убивают. И не кто-то вроде нас, а самые обычные люди. С таким воспитанием не возникло бы самого главного конфликта, в котором Омнимен шокировал Марка своими откровениями. Ведь в основной реальности мировоззрение Марка рухнуло даже не когда Нолан раскрыл истинную причину своего пребывания, а именно из-за его отношения к окружающим людям, отчего первой реакцией Марка и стало сопротивление. Ведь все, за что он боролся, в глазах отца было пустой тратой времени, поскольку в сравнении с вилтрумитами жизнь человека не более чем яркая вспышка. Но в мирах, где Марк воспитывался как вилтрумит с детства, предательства нет, только долг. Его не нужно уговаривать присоединяться к Империи.
он уже Вилтрумит. Если бы Омнимен действовал терпеливо, а не жестоко, он мог бы постепенно подорвать сопротивление Марка, доказывая, что Вилтрумитский путь не только необходимость, но и высшая справедливость. Главная проблема Марка, что он уязвим для убеждений. Он всегда сомневался в себе, размышляя, а хватит ли ему силы, ума или способности принять верное решение. Во временных линиях, где отец питает эти сомнения, а не ломает физически, Марк мог сам убедить себя, что бунт бессмыслен, а Земля обречена без его диктата. Ведь отец не монстр, а провидец. Вместо обиды он почувствовал бы озарение, добровольно приняв вилтрумитское наследие. Но даже без прямого влияния отца существуют иные пути, ведущие Марка к падению. К примеру, преждевременная смерть матери, ненависть к Еве или потеря самых близких друзей. Такие версии Марка лишаются своего главного якоря, ведь их глубокая привязанность к людям – это одновременно и величайшая сила, и самая уязвимая точка. Какая сильная связь. У вильтрумитов такого не увидишь. Это ведь слабость. В других реальностях, где погибают близкие люди Марка, он не только теряет тех, кого любил, но и саму свою сущность. Эмоции начинают казаться бесполезной слабостью, которая приносит лишь вечные страдания. Некоторые из этих Марков даже начинают презирать свою человеческую часть, видя в ней источник всех бед. И без кого-либо, кто мог бы напомнить им о ценности человечности, они решают, что от нее лучше и вовсе отказаться. Кроме того, вилтрумиты играют тоже немалую роль. Во множестве миров Марки выбирают сторону зла не по собственному убеждению, а просто вынуждены подчиняться. Ведь вилтрумиты — это империя безжалостных тиранов, и если Марк столкнется с их вторжением, у него не останется ни единого шанса. Ведь для него на Земле просто нет достойных соперников, на которых он мог бы тренироваться. А столкнувшись даже с самым слабейшим вилтрумитом, у Марка не хватит достаточной подготовки, отчего он может предпочесть выживание героизму. Марк всегда был готов страдать ради других, но в тех реальностях, где Земля подвергается нападению вилтрумитами, не останется других исходов, кроме смерти или подчинения. В таком случае Марк может убедить себя, что единственный способ спасти планету — это взять ее под жесткий контроль, видя в себе не злодея, а необходимого спасителя от куда худшей участи. Однако самые страшные версии Марка — это те, кто никогда даже не пытался сопротивляться. С самого рождения они воспитывались как чистокровные вилтрумиты, у которых нет каких-либо сомнений в путях Империи. А главное, у них нет матери вроде Дебби, которая могла бы напомнить им, что их человечность — это не слабость. Такие Марки становятся идеальными воинами, еще более фанатичными, чем сам Омнимен, который в свое время колебался из-за привязанности к семье. Эти версии не знают ни угрызений совести, ни внутренних конфликтов. Они верят в вилтрумитский путь с самого рождения. И все же, в мультивселенной возможны варианты хорошего Марка, но с большей долей вероятности они систематически уничтожаются, поскольку он еще на раннем этапе становления героем, и перед Марком стоит непосильная ноша. С одной стороны, еще не окрепшему Марку нужно противостоять отцу, в случае неповиновения которому отец быстро берет дело в свои руки, а если Марку и удается одолеть Омнимена, то на одном убийстве он не остановится и решит, что намного проще будет истреблять собственных врагов, которые способны на причинение боли. Но даже при условии морального кодекса угроза со стороны Вилтрума никуда не денется. Именно из-за жестокого мира неуязвимого ему просто не хватает времени на раскрытие собственных сил, из-за чего большинство неуязвимых и переходит на сторону зла. Но что по-настоящему определяет Марка в основной вселенной, это Дебби. Она сыграла ключевую роль в формировании морали Марка. Не зря в «Войне неуязвимых» один из самых адекватных Марков был именно тот, который хотел вернуть мать в собственную вселенную. Благодаря правильному воспитанию и моральным нравоучениям он не убивает собственных противников, а лишь старается минимизировать их урон. И за счет бесконечных стычек с противниками Марк становится с каждым разом лишь крепче не только в физическом плане, но и в эмоциональном. А с каждым незначительным поражением он обретает бесценный опыт, который реализует в тяжелые моменты. Именно поражение и человечность формируют неуязвимого.